10 неожиданных вопросов на эрудицию и общие знания. Постарайтесь ответить правильно хотя бы на часть вопросов и можете считать себя самым эрудированным. Давайте вместе немного прокачаем свой мозг. Какое изобретение появилось на свет благодаря просмотру рекламного ролика на ТВ? Тамагочи изобрели в Японии, а точнее в компании Bandai. В 90-х эта корпорация занималась производством игрушек и была гигантом рынка. Главный автор идеи тамагочи придумал знаменитую игрушку под впечатлением от рекламного ролика на ТВ. Акихиро Якои, так зовут создателя тамагочи, увидел рекламу, в которой маленький мальчик хотел взять с собой в путешествие домашнюю черепашку, но мама запрещала ему это сделать. С этой гениальной идеей Акихиро пришел к Bandai, в которой он раньше работал. Изначально он предложил сделать игрушку-часы, которые было бы удобно носить на руке и всегда следить за виртуальным питомцем, но в Bandai посчитали затраты и решили, что будет слишком дорого. В итоге в помощь Акихиро компания выделила маркетолога по имени Аки Маита. Эта девушка не только помогла доработать концепцию тамагочи, но и на ближайшие несколько месяцев стала лицом продукта. Из коры какого дерева в 1828 году получили аспирин? Кору молодых ветвей белой ивы давно использовали как жаропонижающее средство, например, в виде отвара. Получила кора признание у медиков под названием Salicylic cortex. Но средства коры ивы обладали побочными эффектами. В стабильной форме, пригодной для очистки, салициловая кислота была впервые выделена из ивовой коры итальянским химиком Рафаэлем Пирио в 1838 году, а синтезирована Шарлем Фредериком Жераром в 1853 году. 10 августа 1897 года Феликс Хоффман впервые получил образцы ацетилсалициловой кислоты в форме, возможной для медицинского применения. Он стал первым в истории химиком, кому удалось получить салициловую кислоту химически чистой и в стабильной форме. Какое название остров Бедлоу получил в 1956 году? Остров Свободы – необитаемый остров в Верхней Нью-Йоркской бухте. Индейцы называли этот остров Миннисаес. В 1660 году остров приобрел Исаак Бедлоу, и с тех пор остров назывался Бедлоус. В 1758 году перешел к городским властям Нью-Йорка. В 1841 году остров был укреплен сооружением форта Вуд в форме 11-конечной звезды. В 1886 году на массивные стены форта была водружена знаменитая статуя Свободы, которая была призвана служить приветствием для иммигрантов, прибывавших на расположенный в 1600 метрах остров Элис. В 1956 году остров был переименован в честь статуи Либерти, что в переводе с английского «Свобода». С 1966 года остров Свободы внесен в Национальный реестр исторических мест США. Как называется литургический сосуд для освящения вина и принятия причастия? Потир – сосуд для христианского богослужения, применяемый при освящении причастного вина и принятии святого причастия. В храме потиры обычно хранятся на жертвеннике или внутри него. Потир является великой святыней, поэтому брать его в руки после начала использования на богослужениях имеют право только священнослужители. Как правило, в храме бывает несколько потиров разного объема для использования на более или менее многолюдных службах. Если на богослужении причащается много верующих, то применяется самый большой потир, а затем вещество из него разливается в несколько чаш, чтобы прихожан причащали несколько священников.
На какие административные единицы разделена Япония? Япония официально делится на 47 административных единиц высшего уровня, префектуры. Они объединены в систему Тодафукен. По этой системе страна состоит из 43 префектур Кен, двух городов Фу, Киото и Осака, имеющих статус префектур, губернаторства Да, Хоккайдо и столичной префектуры Тоо, Токио. Каждая префектура управляется префектом, в случае Хоккайдо – губернатором, и у нее есть свои законодательные и административные аппараты. Для удобства префектуры часто группируются в регионы, которые не являются административными единицами. Какие латинские слова легки в основу термина мануфактура? Мануфактура от латинского manus – рука плюс face – делать, предприятие, основанное на ручном труде наемных работников, где существует разделение труда на отдельные производственные операции. Мануфактуры возникли впервые в Европе в XIV веке в городах и государствах Италии. Первой русской мануфактурой стал пушечный двор в Москве. Здесь трудились литейщики, кузнецы, паяльщики, плотники и другие ремесленники. Второй мануфактурой была Московская оружейная палата, в которой были сосредоточены чеканка по золоту и серебру, эмалевое и финифтевое, швейное, экипажное, плотничное производство. Третьей мануфактурой стал хамовный двор, от слова хам – льняное полотно. Четвертый – Московский монетный двор. Какой гриб дымится, если на него наступить? Дождевик – род грибов семейства шампиньоновые. Дождевики – это грибы с замкнутым плодовым телом, распространенные практически повсеместно. Если сбить гриб, то вверх поднимаются облачка бурого дыма, это разлетаются споры гриба. Назвали их дождевиками потому, что они начинают сильно расти после обильных дождей. В Италии дождевики считаются вкуснейшими из грибов. Однако важно помнить, что они являются съедобными только пока их мякоть белого цвета. А когда она обретает желтоватый или зеленоватый цвет, то гриб превращается в ватный и невкусный, хотя и не ядовитый. Поэтому собранные дождевики долго не хранят. После того, как гриб сорвали, он дозревает очень быстро. Какое оружие названо не в честь своего создателя? М1 базука – американское название ручного противотанкового гранатомета. Новое оружие создавалось под уже имеющийся боеприпас – армейский кумулятивный заряд, который был объединен с небольшой ракетой. Он помещался в трубу, которая служила пусковой установкой. Также труба обеспечивала защиту стрелка от выхлопа ракеты и наведения заряда на цель. В результате появилась ракетная установка М1, как ее официально называли в армии США. Вскоре она получила прозвище «базука». Считается, что оно произошло от духового рожка, который использовал Боб Бёрнс, популярный комик той эпохи. Какой орган человека никогда не мерзнет? Глаза никогда не мерзнут, потому что в них отсутствуют нервные окончания, чувствительные к холоду. Также наши глаза обильно снабжены кровеносными капиллярами, и при снижении температуры кровоток в них усиливается, принося к глазам дополнительное тепло и не позволяя им замерзнуть. Еще глазное яблоко хорошо защищено от повреждений со стороны окружающей среды. Большая его часть расположена в углублении черепа, глазница, а снаружи его прикрывает веко. Где в XVIII веке существовал налог на цвет глаз? Налог на цвет глаз был введен в Башкирии в начале XVIII века. Чем темнее были глаза у человека, тем меньше он платил налога.
Считалось, что исконный житель Башкирии, чьи родители были также коренными башкирами, должен был обладать исключительно черным цветом глаз. Поэтому и самыми низкооблагаемыми глазами были глаза черного цвета. Плата за них составляла всего 2 алтына. За серые глаза приходилось отдавать уже 7 алтын. За зеленые и голубые – по 10 и 13 алтын соответственно. Суммы по тем временам очень приличные, и труднее всех жилось в Башкирии альбиносам. Есть ли интересные факты, о которых вы узнали благодаря этому тесту? Ваш ответ пишите в комментарии, будем рады обратной связи.